Я недавно для себя сформулировал такую штуку, что когда меня спрашивают, как дела, как бы я и раньше не знал, что на это отвечать. А сейчас я понял, что не могу ответить еще и по причине того, что я не понимаю, с чем сравнивать. Потому что если сравнивать условно с тем, как дела по сравнению с январем, то все очень плохо. Эмоциональное состояние вообще ужасное. А если сравнивать с весной, то как бы все полегче гораздо. И как будто бы жить можно и все такое. Типа со вчерашним днем, если сравнивать, то все то же самое. Ничего нового. Вот. И поэтому непонятно, как все можно обозначить, сформулировать, понять внутри себя. Как будто бы такие постоянные полярные эмоциональные состояния. То есть то вроде бы как-то такой живешь, и как будто бы там даже шутишь где-то, где-то улыбаешься, где-то чему-то радуешься, а потом внезапно просто мысль в голове. А вот в это время идет война. И эти вопросы накрывают опять. Ну, то есть это, видимо, как психика работает, что привыкание все равно происходит уж какое-то, то есть становится какой-то нормой жизни. Но какая-то моральная составляющая тебя не хочет с этим мириться. Я не отслеживал прям специально, никаких дневников эмоционального состояния не вел. Но как бы навскидку, так вот оглядываясь назад, могу сказать, что мы все люди, мы все приматы. У всех одинаково происходит, просто с разным временем. То есть эти все, вот эти отрицания, торг, гнев, депрессия, все это было. Вот так вот постепенно идет. То есть сейчас как будто бы даже уже не депрессия, а как будто бы даже уже принятие происходит. Но принятие в смысле, что ты просто принимаешь ту реальность, которая происходит. Допускаешь ее существование. И все равно каждый раз, когда всплывает какая-то новость, когда всплывает что-то новое, каждый раз все это запускается заново, весь этот механизм. То есть так было с Бучей, так было с Мариуполем. Каждый раз, когда выходит какая-то новость, и каждый раз такой, да не может быть, какого хрена? И потом как ты принимаешь это все. Ну и плюс на все это накладывается перманентный страх. Страх за будущее. Страх выражать позицию. Страх оказаться в такой же ситуации. Ну, то есть он какой-то такой, может, не сформулированный. То есть не страх какого-то там конкретного, не знаю, человека или страх какого-то конкретного свойства, а просто вот вообще. Что-то такое в одном клубке. Фоновая тревога. Но справедливости ради стоит сказать, что как бы она у меня давно. Как только я начал интересоваться тем, что происходит в стороне, она начала нарастать. Просто раньше она была все равно какой-то больше социальной, что ли. Ну и страх, и тревога, и все это было, типа куда-то мы катимся как общество. А сейчас конкретно как будто бы личный уже. И как бы я в принципе, то есть, взгляды мои отличаются от поддерживающих. Но, видишь, даже все пытаюсь увиливать от формулировках. Сложно. Сложно говорить правду, как будто бы. Еще, кстати говоря, поначалу мне было сложно войну называть войной. Не потому, что запретили или там еще что-то. А потому что как будто бы, когда произносишь это вслух, она становится реальной. Пока ты читаешь про это, пока ты про это слышишь, пока ты про это смотришь видео, оно все равно где-то. То есть оно как бы есть, но оно все равно где-то. А когда ты сам это произносишь, что становится реальным это все. Сейчас полегче. Я могу сказать, что война – это война. И независимо от того, что там я не такой какой-то активист, который там постоянно ходит на митинги, пикеты, который пишет и подписывает все петиции и все такое. Несмотря на это, я понимаю, что можно просто по любой фигне оказаться виноватым. Я недавно думал про то, что когда-то там дети, внуки и просто какие-нибудь люди будут спрашивать, типа вот, что ты делал 24 февраля? Не в смысле, что ты сделал, чтобы предотвратить, а в смысле, каким оно было. И я понимаю, что я как будто бы не помню. Я помню момент пробуждения. Мы жили с девушкой, и она стала раньше меня.
Она меня разбудила, и мы начали читать новости. Ну, фактически, наверное, честно говоря. У меня как будто бы это выместило из памяти, что ли. Но, скорее всего, мы просто весь день провели в кровати, читая новости и охеревая. И пытаясь понять, что вообще происходит. Для меня было еще интересно, что многие мои знакомые там буквально на следующий день, в течение недели, мобилизовались и сразу же уехали из России. И для меня было это странно, потому что я не мог понять, как вы так быстро можете принять решение в том плане, что для меня это такой серьезный шаг, серьезное решение, к которому надо бы все взвесить и все такое. И понять еще, куда все движется. Ну просто я человек, который, если на меня едет машина, то я не бегу. Я останавливаюсь и смотрю на нее. Видимо, здесь такая же штука. Я тоже пытался понять, а что, а как. Хотелось там, не знаю, закопаться с головой в одеяло, чтобы оно все закончилось и не начиналось, чтобы это все сном оказалось. Я в голове никогда не подсчитывал, типа, если начать подсчитывать, возможно, и не так уж много, конкретно лично моих знакомых. Но в любом случае всегда слышишь от кого-нибудь, что кто-то где-то там еще, кто-то еще, кто-то еще. И как будто бы получается, что много. Ну и плюс у меня девушка уехала. И из-за этого мне кажется, что почти все уезжают. Ну и я также слышу эту статистику про то, что люди возвращаются и все такое. Я на эту тему особо не углублялся. Я не скажу, что я типа как-то особо отношусь к тем людям, которые уехали. То есть абсолютно нормально. Типа я понимаю их чувства и понимаю их эмоции. Никакого отвращения, что они покинули свою родину, у меня нет. И никакой там гордости за то, что они покинули свои родины, у меня нет. Ну просто как бы это жизнь. Единственное, что у меня всегда всплывает в голове момент 30-х годов 20 века. Когда философские пароходы и все вот это вот. Ну людям свойственно же проводить аналогии. И вот мне тоже интересно всегда. Это то же самое или это не то же самое? Ну, в смысле, насколько это можно провести в аналогию с тем, что было тогда по масштабам, по причинам, по всем вот этим вот параметрам. Потому что по каким-то критериям даже хуже. По каким-то критериям недостаточно для того же. Это чисто такой, знаешь, праздный антропологический интерес. Эмоционально меня это никак не трогает. Но в смысле, я переживаю за людей, естественно. За тех, кто там уехал. Не все же там уезжают и живут хорошо и нормально. Кто-то уезжает и попадает в сложные ситуации. За них я тоже, естественно, переживаю. И переживаю там за разные разрушенные семьи и так далее. Просто я имею в виду, что нет какого-то там прям отношения ко всем. Отношение к каждому индивидуально есть. Про кого-то я понимаю, почему уехал. Про кого-то я не понимаю, почему уехал. Кто-то уехал типа по моему плану, как бы я сам уехал. Кто-то уехал не так, как бы я уехал. И этого я не понимаю. Сейчас у меня плана нет уехать. Я вообще, в принципе, такой человек щепетильный относительно. Я не могу просто сорваться и уехать. То есть мне нужно все изучить. Мне нужно, ну типа идеальный вариант, вообще приглашение на работу, чтобы приехать и уже работать, а не приехать и искать работу. Но для меня вообще, типа, идеальный вариант любого переезда, неважно там, из города, из страны, из дома в дом, для меня этот переезд должен быть обусловлен какой-то внутренней причиной. В смысле именно внутренней причиной. То есть, когда я, например, переезжал в Питер, я понял, что я просто застопорился в своем развитии в том городе и поехал открывать новые горизонты. Плюс я здесь приехал не просто так. У меня была какая-то там база. Ну типа было где жить, было на что жить и так далее. Ну то есть подготовлена площадочка была. Я не могу съехать с одной квартиры и потом искать другую. Мне критически важно сначала найти съемную квартиру. И потом, пусть я потеряю в деньгах последнего месяца, но я буду знать, что у меня все стабильно и спокойно. В случае с переездом из страны то же самое. Ну и типа в этом-то и проблема, я понимаю. Что сейчас многие люди переезжают не из-за внутренних причин, что они такие, так, я в России состоялся, мне нужно открывать новые горизонты. А переезжают из-за внешних причин, из-за того, что
Я, конечно, в России не состоялся, но здесь опасно жить. И это мне не нравится. Но я понимаю, что это вина не людей, которые переезжают.